Прекратите листать ленту. Не уходите никуда, потому что это не обычный контент. Это не пустая похвала и не дешевый слух. Это факт, который одни восхищают, а другие не готовы принять. Одно признание, одно достижение, один момент, который тихо потряс индустрию, но редко обсуждается честно. Человеческому мозгу требуется всего 3 секунды, чтобы решить, восхищаться, злиться или отвергать что-то. И именно с этого начинается эта история. Не на грандиозной сцене, не в ревущей толпе, а с одного факта, который слишком часто легкомысленно игнорируется, факта, который, если его переосмыслить, на самом деле сотрясает основы современной поп-индустрии. Почему только Ким Тэ-хён стоит на этом месте? Что на самом деле происходило за кулисами, за живым вокалом и за вокальными стандартами, которые делают его имя невозможным игнорировать? И почему эта тема вызывает у стольких людей возмущение, защитную реакцию, даже гнев? В этом материале мы обсудим несколько важных моментов, редко освещаемых СМИ, но имеющих огромное значение. Во-первых, ключевой факт, который часто игнорируется. Во-вторых, почему живое вокальное исполнение Ким Тэ-хёна считается опасным для индустрии, стремящейся к мгновенным результатам. В-третьих, почему это достижение не случайность, а результат многолетней стабильности. В-четвертых, как реакция публики и ARMY по всему миру перешла от критики к восхищению. И, наконец, один вопрос, который заставит вас еще раз задуматься, прежде чем закрыть это видео. Обязательно досмотрите до конца, потому что заключительная часть оставит многих безмолвными. Не забудьте поставить лайк, если вы согласны. Напишите в комментариях, если у вас другая точка зрения. Подпишитесь и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить следующие важные факты. Спасибо, что всегда смотрите и остаетесь верны каналу Taehyung Lovers. Вперед! Наслаждайтесь полной историей. Январь 2025 года действительно стал месяцем, полным сюрпризов. Но среди шума камбэков, слухов и глобальных спекуляций одна деталь едва не затерялась в алгоритмическом хаосе. Ким Тэ-хён стал единственным участником BTS, получившим номинацию на премию «Мама» в категории «Лучшее вокальное исполнение», не как группа, не в категории популярности, а исключительно за вокал. Чистый, откровенный и беззащитный. Некоторые назвали это просто номинацией, упомянутой вскользь и проигнорированной, как будто за ней не стоит никакой исторической значимости. Однако для любого, кто действительно понимает, как работает эта индустрия, эта номинация – громкое, даже провокационное заявление. Это не утешительный приз. Это утверждение собственной идентичности. Ким Тэ-хён достиг этого не случайно. Его карьера построена на принципе, который в современную эпоху почти считается безумным: 100% живое пение, 0% фонограмма. На сцене он не прячется за плотными фонограммами или чрезмерными цифровыми эффектами. Он выбирает риск. И именно здесь проявляется его класс. Только настоящие певцы по-настоящему понимают, насколько жесток этот выбор. Сохранение интонации во время движения, контроль дыхания в середине хореографии, передача эмоций без потери самообладания – все это под пристальным вниманием миллионов глаз, готовых оценить любую фальшь. Тэ-хён делает все это с почти вызывающим спокойствием, словно музыка для него не просто навык, а родной язык. В этот момент гордость становится неизбежной. Не из-за его мирового статуса, не из-за названия BTS, а из-за художественной честности, которую он сохраняет, когда повсюду открываются возможности для легкого пути. В то время как многие артисты выбирают безопасность, Тэ-хён выбирает сложность и превращает ее в свою визитную карточку. По иронии судьбы, именно здесь и возникла волна вокальной критики, критики от тех, кто зачастую даже не может отличить живое пение от фонограммы. Эти комментарии быстро распространились, полные пренебрежительного тона. Однако реакция ARMY пошла в противоположном направлении. Они не кричали вслепую. Они вернулись к слушанию, своими ушами, своими сердцами и своими историями. Каталог живых вокальных выступлений Тэ-хёна был перепрослушиван, проанализирован и сравнен. Результатом стала не пустая защита, а растущее восхищение, даже одержимость.
Для многих слушателей это был момент, когда поп-музыка вышла на новый уровень. Его песни звучали искренне, эмоционально и невозможно было подделать. Отличительный баритон Тэхёна звучит тепло, фактурно и богато красками. За считанные секунды его голос становится мгновенно узнаваемым. Это не просто техника. Это его индивидуальность. Он поет не для того, чтобы что-то доказать. Он поет, чтобы передать чувства. И именно поэтому слушатели возвращаются к его творчеству снова и снова. Пока споры о вокале еще накалялись, BTS преподнесли следующий сюрприз. BTS официально объявили о мировом турне BTS World Tour 2026-2027, которое ознаменует возвращение всех 7 участников RM, Jin, Sugar и Hoppe, Jimin, V и Jungkook на сцену вместе. Это не просто тур. Это историческое событие. Тур начинается в Гаяне, Южная Корея, 9-11 апреля 2026 года, затем продолжается в Токио 17-18 апреля. Затем следует США с остановками в Тампе, Эль-Пасо, Мехико, Стэнфорде и Лас-Вегасе до мая 2026 года. В июне BTS возвращаются в Пусан, после чего Европа сотрясается концертами в Мадриде, Брюсселе, Лондоне, Мюнхене и Париже. Август знаменует собой вторую волну в Северной Америке, за которой следует Латинская Америка от Боготы до Сан-Паулу. Юго-Восточная Азия становится грандиозным завершением 2026 года с Каосюном, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Сингапуром и Джакартой. 2027 год продолжает эйфорию в Австралии и Восточной Азии, а также с дополнительными городами, включая Японию и Ближний Восток, которые еще ожидают официального объявления. Но один вопрос сразу же стал доминирующим в глобальных планах: сколько стоят билеты? Хотя официальные цены еще не опубликованы, данные о предыдущих концертах BTS и утечки в индустрии указывают на цифры, которые многих удивляют. Предполагаемая цена обычных билетов начинается от 90 до 140 долларов. Билеты среднего уровня стоят от 140 до 240 долларов. Билеты на танцпол поднимаются до 260-350 долларов. Категория VIP билетов говорит сама за себя. Стоимость пакетов для саундчека оценивается в 280-450 долларов, а премиум VIP в крупных городах может превысить 700 долларов. Если будут доступны эксклюзивные варианты встречи с артистами, цены, как ожидается, достигнут 900-1500 долларов за билет. В таких городах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон и Париж, эти цифры почти наверняка будут выше. Аналитики индустрии даже прогнозируют, что мировой тур BTS 2026-2027 годов может установить рекорды по скорости продаж билетов и самым высоким ценам в истории K-pop. Общая стоимость заставляет многих ARMY с трудом смириться с этим. Стандартные билеты с проживанием в отеле и трансфером могут стоить от 600 до 1000 долларов. VIP-пакеты могут достигать 1200-2000 долларов. Премиум-пакеты, включающие международные перелеты, могут стоить от 2500 до 4000 долларов на человека. Неудивительно, что многие называют этот тур одновременно концертом мечты и самым большим эмоциональным вложением. Билетные войны прогнозируются задолго до начала тура. Учитывая, что все 7 участников группы уже в сборе, ожидается, что спрос превысит вместимость стадиона в десятки раз. На предыдущих турах билеты на BTS в США и Европе часто раскупались за 3-10 минут, даже во время предварительных продаж для фан-клубов. Системы предварительных продаж, ограничения на количество билетов и динамическое ценообразование делают ситуацию еще более сложной. Многие ARMY, как ожидается, потерпят неудачу на первой распродаже и будут вынуждены искать билеты на вторичном рынке по абсурдным ценам. И среди всего этого хаоса одно остается неизменным – голос Ким Тэхёна. Голос, который невозможно сымитировать, ускорить и подделать. Вопрос теперь уже не в номинациях или ценах на билеты. Вопрос гораздо острее, возможно, для некоторых неудобнее. Ценим ли мы в эту эпоху мгновенных событий художественную честность? Или мы просто выбираем гнев, когда этот стандарт слишком высок, чтобы за ним гнаться? И вот мы подошли к концу этой дискуссии, не как к завершению истории, а как к началу гораздо более масштабного разговора.
Потому что сегодня речь идет не только о наградах, продажах или вспышках фотокамер. Речь идет об истории, которая пишется на наших глазах, медленно, но верно. Теперь ваша очередь. Заслуживает ли эта номинация называться историей? Цены на билеты на BTS World Tour 2026-2027 все еще разумны, или они перешли черту? И доказывает ли Ким Тэ-хён то, что индустрия долгое время отказывалась признавать? Напишите свои мысли в комментариях. Не стесняйтесь. Не сдерживайте свой голос. Потому что на этот раз мир действительно наблюдает за Ким Тэ-хёном. Многие до сих пор не понимают, что подобные моменты не происходят изолированно. Номинация, голос, объявление о туре – ничто из этого не существует само по себе. Они связаны годами решений, которые принимались тихо, часто без аплодисментов, а иногда и под пристальным вниманием. Положение Ким Тэ-хёна сегодня – результат решений, которые не всегда были популярны, не всегда безопасны и не всегда понятны в момент их принятия. С самых первых дней существования BTS голос Тэ-хёна выделялся. Не громче. Не броский. Но другой. Баритон в индустрии, где доминируют высокие теноры и отполированная яркость. В системе, которая часто ставит во главу угла единообразия, его тембр обладал весом, глубиной и эмоциональной глубиной. Поначалу это сбивало с толку некоторых слушателей. Другие сомневались, соответствует ли он стандарту айдола. Но история имеет свойство вознаграждать подлинность, а не соответствие. По мере того, как BTS росли во всем мире, давление, заставляющее соответствовать, только усиливалось. Большие сцены, более плотный график, более высокие ожидания. Многие артисты такого уровня постепенно все больше полагаются на фонограммы, постпродакшн и контролируемую обстановку. Это не лень, это выживание. Индустрия развивается стремительно, и совершенство требуется любой ценой. И все же Тэ-хён продолжал настаивать на том, что становится все более редким явлением уязвимости на сцене. Живое пение – это не просто вокальные способности. Это ответственность. Каждый вздох, каждая трещина, каждая эмоциональная дрожь становятся видимыми и слышимыми. Спрятаться негде. И именно поэтому оно пугает многих исполнителей и обнажает многие стандарты. Когда кто-то постоянно поет вживую, это вызывает неприятные сравнения. Это поднимает вопросы, которых люди предпочли бы избегать. Вот где начинается дискомфорт. Потому что, когда зрители регулярно слышат настоящий вокал, они начинают замечать разницу. Они начинают спрашивать, почему некоторые выступления кажутся отстраненными или чрезмерно отполированными. Они начинают сомневаться, не заменило ли совершенство искренность. И внезапно разговор смещается от развлечения к честности. Ким Тэ-хён непреднамеренно стал символом этого сдвига. Не потому, что он это заявлял. Не потому, что он требовал признания. А потому, что его постоянство сделало это неизбежным. Каждое живое выступление, каждый выход на бис, каждое упрощенное выступление тихо подтверждали одно и то же послание: вот как звучит честность. Вот почему номинация на «Мама» имела гораздо большее значение, чем просто получение награды. Дело было не в победе. Дело было в признании. В том, что отраслевая организация косвенно признала, что живое вокальное исполнение по-прежнему важно, что техника, тембр, контроль и эмоциональная подача не могут быть заменены трендами или технологиями. Для некоторых это признание стало подтверждением правильности выбранного пути. Для других – угрозой. А когда стандарты растут, за ними следует сопротивление. Реакция в социальных сетях выявила явное разделение. Сторонники подчеркивали многолетние записи живых выступлений, искренние моменты и прогресс в вокальном мастерстве. Критики пытались преуменьшить достижение, называя его субъективным, предвзятым или неактуальным. Но за этим шумом происходило нечто другое. Случайные слушатели, люди вне фандома, начали обращать внимание. Видео с реакциями изменили тон. Преподаватели вокала стали говорить более осторожно. Музыкальные аналитики изменили свою лексику.
Разговор больше не шел о популярности. Он шел о доверии. И именно тогда восхищение сменило скептицизм. Даже те, кто не следил за BTS внимательно, не могли отрицать одно: голос Ким Тэ-хёна обладает индивидуальностью. Вы узнаете его мгновенно. Не потому, что он идеален, а потому, что он личный. Потому что он звучит по-человечески. В эпоху обработанных по темпу вокалов и алгоритмически управляемых хуков эта человечность кажется радикальной. Когда BTS готовились к возвращению в полном составе, этот контраст стал еще более очевидным. 7 участников, каждый со своими сильными сторонами, возвращаются после многих лет индивидуальных путей. Объявление о мировом турне касалось не только количества или мест проведения. Речь шла о воссоединении, о восстановлении химии, о том, как 7 разных творческих личностей снова сходятся воедино. И в этом слиянии роль Тэ-хёна очевидна: не громче других, не выше них, а как якорь чего-то важного, эмоциональной глубины. Живые выступления основаны на балансе. Энергия, хореография, зрелищность, но также и сдержанность. Тишина между нотами. Дыхание перед эмоцией. Тэ-хён понимает это инстинктивно. Он знает, когда не нужно перенапрягаться. Когда нужно дать ноте постоять. Когда нужно позволить аудитории почувствовать, а не реагировать. Этот инстинкт нельзя быстро развить. Его нужно заслужить. Поскольку цены на билеты доминируют в заголовках и лентах новостей, легко свести тур к экономике. Воспринимать его как продукт. Как сделку. Но для многих фанатов ценность заключается не только в том, чтобы увидеть кумиров на сцене. Она заключается в том, чтобы стать свидетелем искусства, пережившего давление, критику и время. Люди платят не за совершенство. Они платят за правду. Вот почему спрос резко возрастет. Вот почему рынки перепродажи будут бурно развиваться. Вот почему миллионы будут пытаться и терпеть неудачу, чтобы достать билеты. Потому что такие моменты не повторяются легко. Полное воссоединение BTS на этом этапе их карьеры с таким уровнем зрелости и художественной уверенности – редкость. А голоса, подобные голосу Тэ-хёна, голоса, сформированные сдержанностью, а не излишеством, еще реже. Индустрия может продолжать обсуждать стандарты. Алгоритмы могут продолжать вознаграждать скорость, а не содержание. Но история, как правило, помнит тех, кто сопротивляется легким путям. Тех, кто выбирает трудности не ради внимания, а ради принципа. Речь идет не о ностальгии. Речь идет не о преданности фанатов. Речь идет об эволюции. Поп меняется. Медленно, неравномерно, но бесспорно. И артисты, которые ставят во главу угла живые выступления, вокальную целостность и эмоциональную связь, формируют эти изменения, независимо от того, хотят они этого или нет. Ким Тэ-хён не ставил перед собой цель бросить вызов индустрии. Он просто отказался смягчать свою позицию ради нее. И этот отказ сейчас звучит громче любой полемики. Поэтому, когда люди спрашивают, почему эта номинация важна, почему этот голос важен, почему этот разговор постоянно возвращается, это потому, что стандарты становятся видимыми только тогда, когда кто-то постоянно им соответствует. Неудобная правда заключается в следующем: как только зрители ощущают подлинность, подражание становится сложнее принять. И это настоящая причина, по которой эта тема вызывает споры. Потому что это поднимает вопрос, которого индустрия не сможет избегать вечно. Если художественная честность до сих пор так глубоко отзывается в сердцах людей, почему ее когда-то считали необязательной? И, возможно, что еще важнее, кто еще будет готов соответствовать этому стандарту? История еще не началась. Тур еще не осветен. Но фундамент уже заложен. История редко заявляет о себе громко. Иногда она приходит тихо, в номинации, в голосе, в решении спеть вживую, когда никто бы тебя не осудил за отказ. И когда мы оглянемся назад, спустя годы, это может запомниться не как вирусный момент или трендовая тема.
Это может запомниться как момент, когда честность тихо вернула себе место на самых больших сценах мира. И на этот раз мир слушал.